Сегодня мы поговорим о разных видах чисел, о которых многим нужно знать. И мы можем разделить их на две группы. Первое – это рациональные. К ним относятся целые, дробные, десятичные и периодические. Вторая группа – это иррациональные. В этом видео мы разберем упомянутые виды чисел по одному и посмотрим на примеры каждому из них. Начнем с целых чисел. Это числа, которые используются для счета отдельных объектов и обозначения количества. Например, числа как 1, 6, 100, которые являются положительными, и такие как -1, -4, -212 являются отрицательными, и также число 0 является целым числом. В отличие от них, дроби являются только частями целого числа. И мы пишем их как одно число, например, 1, поделенное на другое число, на 8. И это в результате произносится как 1/8 или 1 на 8. Важно знать, что эти числа имеют свои специальные названия. То есть верхнее число называется числителем, нижнее – знаменателем. Можем также привести более практичный пример. Если у вас была пицца, и вы разрезали ее на 8 одинаковых кусков, то есть вы поделили ее на 8. И если кто-то съел один кусок, значит была съедена 1/8 часть пиццы. И у вас осталось бы 7 кусков, то есть 7/8. Теперь разберем десятичные и периодические числа. Они оба являются примерами рациональных чисел, как и предыдущие, но отличаются друг от друга, и вам нужно понять их различия. Десятичные числа, такие как 0,5 и 1,75, имеют ограниченное количество цифр после запятой. В первом примере у нас одна цифра – это 5. Во втором примере две цифры – 7 и 5. Эти числа можно записать в виде дроби, то есть мы пишем число, которое находится после запятой в числителе, в знаменателе пишем единицу и рядом столько нулей, сколько цифр после запятой. У нас здесь одна цифра, и это 5. Находим наибольший общий делитель, это будет 5, и сокращаем, будет 1/2. В втором случае также, но целую часть мы выносим, чтобы нам было удобнее решать. Это будет 1,75. 75 – это число, которое находится после запятой, и 100. Можно увидеть, что здесь 2 нуля, то есть как две цифры после запятой. Также находим наибольший общий делитель, будет 25, и сокращаем. 1,3. Периодические числа – это числа, которые могут продолжаться бесконечно. К примеру, число 0,333, или такие числа, как 4,1212, 0,166. Мы явно не станем писать бесконечное количество раз эту цифру, как в первом варианте это 3, в втором там число 12, в третьем это 6. Поэтому вместо этого мы можем поставить скобку до и после цифры, которые повторяются. То есть в этом первом примере будет цифра 3. И это будет выглядеть как 0,3 в скобках. Во втором 4,12 в скобках. В третьем 0,1 и 6 в скобках. Периодические числа, как и десятичные, можно привести в форму дроби. В первом варианте будет как 3/9. В числителе мы пишем число, которое находится в скобках, то есть которое повторяется. Это у нас 3. В знаменателе пишем столько девяток, сколько цифр в скобках. У нас здесь одна цифра, поэтому мы пишем 1/9. Сокращаем, будет 1/3. В втором примере, хоть и выглядит немного сложно, но делается так же. Выносим целую часть, пишем в числителе 12 и 99. Сокращаем, будет 4,433. В последнем примере используется другой способ.
В числителе мы пишем число, которое находится после запятой. Не имеет значения, оно повторяется или нет, в данном случае это 16. И отнимаем то число, которое находится после запятой и до периода, то есть до скобки. Это у нас 1. В знаменателе пишем столько девяток, сколько цифр у нас в периоде, в скобках, и столько нулей, сколько цифр после запятой и до периода. Будет 15 девяностых, и сокращаем, будет 1/6. Последний вид чисел – это иррациональные числа. Это числа, которые не могут быть представлены в виде дроби. Их десятичное представление никогда не заканчивается и не повторяется. Они выглядят как рандомное представление цифр. Популярным примером является число π, 3,1415 и так далее. Дальше это логарифмическое число e. И основными примерами являются неквадратные числа под квадратным корнем. Например, корень из 2 будет 1,414. Однако, важно знать, что корень из 9 не является иррациональным числом, потому что оно является квадратным. То есть 9 выходит из-под корня. Это относится не только к этому примеру, есть и разные другие, то есть квадратные числа под квадратным корнем, и также кубические числа под кубическим корнем не являются иррациональными. Можно привести другие примеры, такие как 4 под квадратным корнем, 16 под квадратным корнем или 27 под кубическим корнем и тому подобное. Таким образом, рациональные числа – это числа, которые мы можем записать в виде дроби, а те, которые такую запись не имеют, являются иррациональными. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.